Всем привет, друзья! Вы на канале Антон Кактус, и я продолжаю свою рубрику «То, что пробовал в ресторане, готовлю дома». А предыдущий ролик, который у меня вышел, погнали, все покажу и расскажу. Ребята, сегодня мы готовим цыпленка с пюре и соусом чимичурри, как говорится. Для этого нам понадобится картофель, как вы видите, уже варится, сливочное масло, чеснок, перец, лимон, разумеется, цыпа, сливки. Вместо уксуса в соус решил добавить лайм. Соус будет, знаете, не такой, как оригинальный рецепт, но с изюминкой от меня. Кинза и петрушка. С чего мы первым начнем? А это именно варить картофельное пюре. Но я не буду вам показывать, это классика, пюре каждый может готовить. Поэтому мы будем сейчас зачищать вот эту цыпу, ребят. Для начала нам понадобится убрать вот эти маленькие косточки с помощью, наверное, большого ножа. Так, берем. Оп. И очищаем вот такие вот костяшечки. Я не люблю эти точки. Так, раз, два, и отрубили. И мне не нравится вот эта вот фаланга крыла. Вообще, как бы, может быть, она смотрелась круто. Ну, давайте оставим, посмотрим, как будет. И разрезаем его. Просто пополам. Если у вас есть кондитерские или поварские ножницы, вы можете это сделать за 3 секунды. Вот эту вот кость надо убрать, она и жопку. Это такая кость, которая, ну, несъедобная особенно. На бульон ее можно оставить. Оп. Чем мне нравятся маленькие цыплята, они легко режутся от кости. Все, что тут основные кости поубираю. Вот эту вот часть, смотрите, тоже надо желательно убрать. Это реберная часть костей. Ну пусть будет, я же дома готовлю, не в ресторане, для себя. Можно обсосать будут эти косточки. Называйте это как хотите. Но я люблю обсасывать. Многие любят косточки на самом-то деле. Лишний жирок убрали. И вот получается вот такая вот половинка цыпленка, смотрите. Идеальная. Для мариновки нашего цыпленка мы используем специю куркуму, паприку, хмели сунели и соль. Все, вот так вот перемешали в однородную консистенцию, хотел сказать, однородную массу. И просто слегка присыпаем. Вот такой быстренький пряный маринадик получится. И хорошенько нашу специю втираем. По всей курочке втираем. Переворачиваем. И все делаем с этой стороны то же самое. Хорошо вот так вот ее пожамкайте, чтобы специя проникла во все ее укромные местечки. Ребята. Все, и оставили буквально мариноваться, ну, 15-20 минут, я думаю, вполне будет достаточно для этой цыпочки. Приступаем к следующим действиям, а это к нашему соусу. Берем перчик, просто вот так вот, эту сердцевину с семенами, оп, достаем. Вырываем все, что тут можно вырвать. Главное избавиться от семечек. Вот, и просто порубили на такие вот квадраты, вообще неважно, на любые сегменты. Потому что это в чашу блендера уйдет. Вот этот тоже можно не выбрасывать, а аккуратно срезать. Получится больше соуса. Нам всего лишь понадобится 3 зубчика чеснока, поэтому выбираем самые большие. И просто чистим, классика. Я мог это вам не показывать. Ну как, я же готовлю, снимаю. Смотрите, все почти процессы. Есть, конечно, значительные. Вот. Чеснок можно не резать. В чашу блендера мы заложим его целиковый, потому что он превратится в пюре. Вообще этот соус можно резать мелко ножом, но я не хочу париться. Я же не в ресторане. Самое главное — это вкусовые качества, ребят. Все, чесночок порезали, 3 зубчика. Берем нашу чашу блендера и все забрасываем. Вот так. Перчик, чесночок. Все забрасываем. Петрушку. Вот так вот. Кинзочку. И самое главное, можно взять пол лимона. Я это сделаю вот так.
отрежу пол лимончика и буквально одну вот такую вот часть на эту массу прям с цедрой забрасываю. Вот. Это все сделали. Берем лайм. Я не стал брать уксус, как в оригинальном, просто сок лайма для кислоты. И просто заливаем. Идут еще куча разных пряных специй, каких вы хотите. Но я делаю вкусный соус. Это чуть-чуть сахарку. Буквально чуть-чуть сахарку забросили. Скажете сейчас, да, сахар вреден. Ребят, ничего подобного. Сливки отодвинули. Можно для пряности еще более такой хмели сунели добавить. На эту массу я где-то использую, чайную ложку соли. И, разумеется, оливковое масло. Вот так вот заливаем. Грамм 100-150. И все это сейчас будем аккуратненько взбивать. Погнали! Вот, можно чуть-чуть придавить петрушку, если она... Как вы видите, соус уже почти готов. Способ приготовления моего любимого пюре — это растопленное сливочное масло и 10% сливки, ребят. Просто вот так заливаете этой жидкостью. Но не все будем заливать, смотрим частично. И просто плотный венчик берем и вот так. И взбиваем это все до состояния такого, как мусс получится. Взбитое пюре называется. Вообще много способов, как делать вкусное пюре. Ребят, это каждый свой талант применяет дома. И много кто желток добавляет в пюре. Я вот лично не люблю желток, яйцо или целое яйцо, кто-то желток. Я просто беру и вот так вот. 30 минут, спортивная зарядка и плюс взбитое пюре. Главное не перебить, потому что может в клей превратиться. Клейстер, такая штука, есть поварское выражение. И все, и по кругу вот так, минут 10. Меняете руки, супер зарядка. Разогреваем нашу сковородочку, ребятушки. Пока масло не задымится. Будем обжаривать на оливковом. Так, не жалеем масла, чтобы корочка у нас хрустящая была. Вот, конечно, я в ресторане пробовал цыпленка, которого пытаюсь повторить. Они его, скорее всего, готовили в сувиде. Но я не хочу в сувиде готовить, и у меня его дома нету. И, разумеется, не у всех дома есть сувид. Самое главное, что я хотел сказать, мы готовим это все дома. Должно получиться очень вкусно, ребят. Наше масло растопилось, раскалилось. Отправляем шкуркой вниз. И отправляем нашу вторую половиночку, вот так. Можно, конечно, прижать прессом, тогда получится цыпленок табака. Все, это мы обжариваем, примерно до золотистой корочки, ребят. Так, смотрим нашу половинку. Цыпленочка. В принципе, золотистая корочка достаточно. Пока наша курочка жарилась, ребят, посмотрите, как соус настоялся, насыщенный. Да, это не такой, как в ресторане, но тем не менее, это очень вкусный быстрый соус. Да, он напоминает вкусовые качества чимичури, но это грандиозный соус на быструю руку. Посмотрите, какой золотистый цыпленок у нас получился. Просто я бы его уже со сковородочки схватил и съел, ребята. Все, делаем сервировку и будем пробовать. Вот так я красивенько уложил такими кнелями пюрешечку нашу. Берем соусок. Вот так вот разравниваем.
разумеется, нашу цыпочку берем. Цыпочка остыла. Я ее могу взять. Ну как остыла? Относительно. Оп. И нашу цыпочку вот сюда. Посмотрите, ребят, как в ресторане, да? Топчик. Просто соусок. Так покручу вам, поверчу. Разумеется, я буду пробовать этого цыпленка. Ой, сочный какой. Соусок. Ребят, это вкусно, но не то же самое, что я пробовал в ресторане, конечно. Но получилось на 100% вкусно, схожие какие-то характеры. Соус, да, подкачал, пюре вышка, цыпленок вышка. Ну, конечно, цыпленок не так распадается на волокна, как там в ресторане. Но, тем не менее, очень вкусно. Ребята, подписывайтесь, пишите комментарии. Пока-пока, до новых встреч.